Всем привет! Появилось свободное время, решил обтянуть свой основной инструмент кожей. Увидел в интернете фотографии таких вот различных пробойников, молотков, в общем, разный инструмент, мастера просто обтягивают кожей. Мне понравилось, и сам решил заморочиться над этим всем. Вот различные варианты, то есть, допустим, пробойники здесь я еще поэкспериментировал с формовкой, сделал такие варианты, а здесь вот просто обтяжка, тот же ножик, здесь вообще эта ручка полностью из кожи, то есть здесь самого ножика буквально вот так вот, самого этого полотна, то есть нож такой. Хорошая возможность, допустим, для начинающих поработать с прошивкой, понять, что такое формовка, как кожа себя ведет, как с ней работать. Вот в данном случае использовалась одна кожа. Здесь я ее еще окрашивал, то есть определенный опыт получаем по окраске кожи. Тоже наблюдал, как она себя ведет. Здесь еще оставил свой оттиск. Ну, в общем, хороший опыт, и инструмент потом выглядит как-то по-особенному. Плюс я его вскрываю восковой пропиткой. Рукам более приятно держать такой инструмент, чем, к примеру, тот же кусок металла. Вот как в данном случае это металлические пробойники. Сейчас их поприятнее как бы ими работать. Плюс инструмент не так скользит. Те же пробойники, допустим, когда мы их загоняем в кожу и пытаемся вытащить, вот, по металлу рука скользит, то здесь они лучше сцепление за счет того, что поверхность вощеная. Вот. В общем, такое достаточно хорошее занятие. И сегодня в видео я покажу, как на примере такого пауэрбанка покажу, как его обтянуть кожей и получить что-то подобное этому. Для обтяжки нам нужен кусок кожи. Я его уже вырезал. Значит, в моем случае это размеры 9 на 15 сантиметров. Сначала использовал для замера, в общем, метр специальный такой, который швеи используют. Но здесь еще нужно учитывать толщину кожи. Я использую 1,6 мм. То есть лучше просто взять кусочек, допустим, вот измерили высоту 9 сантиметров, и потом вырезали там подлиннее, обернули и уже потом таким образом вычислили, какую длину нам нужно. Я вот так вот обрезал, чтобы кожа не стыкалась вот здесь, где-то 5 миллиметров. Вот. После того, как мы ее будем сшивать, она потянется и уже лучше как бы будет держать наш пауэрбанк, то есть он не будет отсюда выскальзывать. Заранее поставил свое теснение. Торцы решил, хоть это и растительное дубление, торцы решил не полировать. Значит, я вот, если видно, уже вскрыл их грунтом, синтофилом, и сейчас окрашу просто краской для торцов. Бахтарму не обрабатываем, будет лучше держаться за металл, то есть не будет выскальзывать. Видео по покраске торцов я уже записывал. Сегодня покажу, как это все работает на реальном примере.
Будем использовать краску Орли Экстрамат коричневую. Торцы, как я уже сказал, покрыл синтофилом, грунтом. Они высохли. Краску нужно немножко перемешать перед использованием. Так, берем ручку. Вот, и покрываем наши торцы. Желательно, конечно, покрывать, допустим, только, к примеру, ну вот эти части потом оставить, одну из сторон не покрывать, но чтобы не затягивать время, я вскрою все, дам высохнуть, так как это шьется для себя. Можно сделать какие-то такие погрешности. Плюс торцы, которые идут по короткой стороне, они будут сшиваться торец-торец, и особо там не будет видно их покрытие. Все, краску нанесли. Даем подсохнуть 15-20 минут. Торцы подсохли. В общем, теперь можем делать разметку под шов. Сшивать мы будем по короткой стороне. Вот. Размечаем линию шва. Так. Пробивать я буду таким вот пробойником с косым зубом. У него небольшой шаг. Это даст нам хорошо вот здесь стянуть потом кожу при сшивании. Пробью отверстие и дальше продолжим. Приступаем к сшиванию. Одна из моих основных иголок сломалась. Вот кто не видел, как ломаются ушки у иголок. Вот. И я себе приобрел новую пару. Тупые иголки с небольшим ушком. Чешского производства, каленые. То есть сейчас работаю вот такими. Для сшивания нам не нужно пони. То есть сшивается все вот на предмете. Торцы ободрал при разметке. Нужно было немножко подождать дольше, чтобы краска засохла. Но они у нас сощутся торец-торец, поэтому этого видно не будет. Продеваем нашу нить. Дальше иголку перекидываем. С одной стороны, перекидываем с другой стороны. Вот. Сделали первый стежок и продолжаем также делать остальные. На камеру как-то сложнее шить, неудобно. Вначале было несколько отверстий, которые плохо пробил.
и не мог протянуть нить. Сейчас их все доработал шилом. То есть теперь все нормально идет. Каждый стежок стараемся подтягивать. Не хватило нити буквально на пару стежков. Хотя нити не экономил, взял 7 вот этих отрезков по короткой стороне. Надо было взять 8. В данном случае это не так критично, потому что этот шов мы заканчиваем, завязывая узел двойной. Вот, этого не будет видно так. И по новой начинаем шов. То есть я сейчас, в общем, покажу, как это все делается. Заправил новую нитку. Вот эти вот кончики обрезанные, их можно спрятать. Их прижмет кожа, и они уже не вылезут. Так. И начинаем шов по новой. Чтобы сделать этих 2 последних стежка. Когда дошили, заканчиваем шов, выводя нить вовнутрь. Таким образом. Вот. Я завязываю просто на двойной узел. Завязали двойной узел. Кончики вот так вот обрезали. И прячем их туда. Один и второй. Все. Чехольчик пошит. Потом можно его немножко повернуть там, допустим, чтобы теснение было видно по центру. Можно его немножко сместить. Вот. И следующий этап, завершающий, это я скрываю данную кожу, растишку, вот такой вот восковой пропиткой. Плюс сама нить как бы вощится дополнительно. Вот. И кожа напитывается этим маслом. На поверхности остается воск, который после высыхания просто натираю. Вот. Не нужно ничего подогревать, как бы. Все хорошо впитывается. Вот. Натерли и даем подсохнуть. Наше средство впиталось. Вот как мы видим, поверхность стала более матовая. Есть такие небольшие участки еще, как бы такие точечные. Но это нормально. Я в таком случае просто немножко как бы полирую кожу
Взял кусок стельки. Сейчас натру и посмотрим, что получится. После затирания поверхность становится такая приятная на ощупь, вощеная, покрытие более равномерное, кожа немножко темнеет. Вот. Достаточно приятно держать в руках такой предмет. Касательно шва, можно получить здесь различный узор, то есть можно, в зависимости от того, как мы заводим нить, можно, чтобы здесь был крестик, а потом еще елочкой получается так. Вот. Ну, мне нравится именно такой вот вариант. Торцы получаются аккуратные. Здесь бывают такие, надо почистить. В общем, это грунт, там, где он не окрасился, такой белый. То есть его можно почистить. Вот. Такое вот получается изделие. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.